Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 января. Давайте с вами узнаем, каковы подсказки карт, какую последовательность событий нам раскроют с вами карты, каковы знаки судьбы. Вот как раз на колоде 78 дверей мы достанем 3 карты. С чем будут связаны эти события? Или, может быть, и с кем? В каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Достанем 3 карты, а вы переложите свою ситуацию на метафору карт. И я думаю, подсказки вы получите. Итак, что же там случится, произойдет с 20 по 31 для весов? Первый знак судьбы, второй знак судьбы и третий знак судьбы. С чем будут связаны эти события или что спешит вашу жизнь? Кто знает, а может быть и кто? Может быть, и с кем именно, с какой-то персоной будет связано событие то или иное. Давайте достанем такую карту, с кем или с чем связаны эти события. И неожиданности. Какие неожиданности могут быть в этот период? И в чем ваша фортуна? В чем вот вам как бы везет? Или то, что у вас получается осуществить, может быть легче, может быть проще, или как само идет в руки, а почему нет? Может быть и так. И по основным сферам жизни давайте тоже с вами узнаем. Первая карта. Что ждет весов с 20 по 31 в личной жизни, в любви, во взаимоотношениях в целом. Вторая карта в сфере финансов, что ждет весов с 20 и до конца января. И ваши достижения, планы, учеба, труд, работа, может быть и творчество. Среди вас много творческих людей или банально какие-то запланированные важные встречи, контакты. Давайте будем узнавать первый знак судьбы, что нам хотят сказать. Вот эта карта, она такая включает в себя как бы сразу два направления. С одной стороны, мы знаем, 8 жезлов – это всегда, даже 3 направления, можно сказать, ну так вот основные. Это, конечно, карта скорости получения информации, такой быстрый какой-то, да, которая буквально нас настигает, или есть элемент такой вот неожиданный, да, и одновременно в некоторых колодах второй момент, и второй знак, кстати, как судьбы. Это карта отчасти доброй трансформации. Почему доброй? Потому что скорее всего, вот то, может быть, новости или то какое-то сведение, информацию мы получаем, нам нужно с этим как-то правильно провзаимодействовать. Мы говорим возможность, шанс, вот здесь какая-то как новая точка отсчета. Но третий знак судьбы вот в одной карте. Ключи подбирать придется. То есть вот ключики к сердцу у кого-то или ключи имеется в виду договориться. То есть быть дипломатом. Попробовать, может быть, что-то одно. Посмотреть, не получилось, окей, дай попробую с другого захода, с другой двери. Вот здесь, а вы великие дипломаты, если вы поставите перед собой весы, мои дорогие, какую-то цель, задачу, нет ничего невозможного. С кем угодно вы можете договориться. Вам тут как высшие силы помогают. И, может быть, вот как раз через договоренности и проходит какая-то трансформация или решается тот или иной вопрос. Забегая немного вперед, с учетом планетарных транзитов, я должна сказать, что у вас, это, кстати, с заходом на февраль. Дипломатию нужно употреблять, мои дорогие весы, во благо самим себе. Вы люди очень гармоничные, и для вас очень важна вот эта атмосфера вокруг вас. И, может быть, вот подумайте, может быть, вы часто эту самую дипломатию употребляли на благо, но с позиции «абы тихо было». Но вот, наверное, сейчас такое время, такой период, когда нужно именно ваши таланты, вашу дипломатию, умение сглаживать острые углы на благо самому себе. Когда оттолкнуться обязательно нужно от того, что же для вас более правильно, более полезно, более желанно. И именно от этого выстраивать свою дипломатию. Никогда все будут довольны, а вам как-то будет не очень комфортно. Надо сделать что-то кардинально наоборот. А я вас приглашаю на свой сайт. У меня разного рода статьи. Кстати, опубликована статья. Пусть эта неделя, она не входит в наш, ну, как бы дистанцию нашего прогноза. Но опубликована неделя с 12 по 18, да, как раз преддверие последней декады. Я оставлю ссылки в описании под видео. Перейдите, прочитайте.
и другие статьи, я думаю, подсказок будет больше. Вот для вас такой важный период, когда вот нельзя, понимаете, себя поставить на второе место. И именно дипломатия, то, чем вы всегда пользовались, но это, знаете, бонусы как будто получали, может быть, и другие. А вот здесь нужно подумать о самих себе. Нельзя о себе забыть, никак нельзя. Второй знак судьбы: будь готов к неожиданностям. Правда, может быть какая-то и неожиданная информация, новость, неожиданная поездка. Может быть, вот именно нужно будет быстро, недолго думая, собраться и куда-то отправиться. Какие-то разговоры, переговоры, ну, как какое-то контактное лицо, может быть, у вас есть, когда вы будете прояснять тот или иной вопрос. Может быть, это в принципе будет с какой-то другой ситуацией связано, когда вот ехать надо. И, кстати, неожиданности могут вас ожидать в поездках тоже, поэтому к этому приготовьтесь где-то. Но ведь это карта драйва. Тут ведь, понимаете, именно если мы берем эту колоду, нет закрытых дверей. И вот птицы вылетают, да, буквально. Тут, может быть, это какой-то храм старинный, а возможно, это, ну, как и какая-то заброшенная крепость, что-то такое, да. И вылетают в открытые врата птицы. Птица — это у нас информация, поэтому будет много информации, которая в целом может такая быть хаотичная, сбивчивая. Может быть, вот ключи искать — это тоже есть такой момент, когда вы будете перепроверять информацию, откуда ноги у нее растут, да, или каковы ключи, то есть открыть, как это можно на пользу себе употребить. Но, в принципе, какие-то неожиданные события, они могут быть. Или они буквально, может быть, это какой-то человек к вам приезжает, или вы сами решите куда-то отправиться, даже спонтанно, потому что вы сочтете сейчас наиболее правильно. Вот обязательно, значит, если вы считаете это правильно, это нужно осуществить. Третий знак судьбы. Да на кону ваше благополучие, карта императрицы, у кого-то личная жизнь, у кого-то, может быть, тут взаимодействие и с детьми, безусловно, когда вы заботитесь о своих детях. Но эта карта еще и может также говорить о том, что, ну, кому это целесообразно или сообразно по возрасту, кому для кого актуально. Я жду ребенка, может быть, так, да, или вы дома с малышом, может быть, ухаживаете за ним. Мои дорогие мужчины, может быть, ваша любимая женщина ждет ребенка, вот я такого тоже не исключаю. То есть такое значение по императрице плодовитость, да, но не только буквально плодовита, а на творческие планы, на какую-то идею, задумку, которую потом императрица обязательно воплотит в жизнь. Вот что-то такое тут тоже может быть для вас, как начало-начал. Или пусть это продолжение какого-то проекта, но мы говорим, что сейчас все с приставкой «пере», но тут мы что-то переделываем, перестраиваем. Или, может быть, переписываем что-то. У кого-то вопросы и личной жизни, у кого-то буквально дома. Но всегда, если мы говорим знак судьбы, да, время благополучное, но по аркану императрица, надейся сам на себя. Ну или сама на себя. Мои дорогие девочки, у вас здесь, можно сказать, некоторым образом более перспективная позиция, потому что, ну, все же императрица — это статусная карта. Может быть, это и вы, вот именно по части статуса, у кого-то через работу, а у кого-то через личную жизнь. А для вас, мои дорогие мужчины, может быть, вы и задумаетесь всерьез о какой-то женщине и надумаете пересмотреть ваши отношения. Ну, может быть, была дружба, а здесь вы подумаете о чем-то более серьезном. Что или кто спешит? В принципе, умеренность. Ну, несмотря на то, что какая-то новость, да, или какая-то неожиданность, тем не менее, вы, правда, вам нужно на самого себя рассчитывать или на саму себя, потому что по аркану умеренность вроде бы все знакомо, да, тем не менее неожиданность присутствует. И я так больше склонна думать, что это не совсем может быть неожиданность, а какая-то прежняя история, которая вам уже знакома. По этой карте мы вот баланс-то как раз и храним, да. Может быть, вам придется какие-то важные разговоры проводить или согласования и быть вот словно, смотрите, стоя вот так на одной ноге, держать баланс, да. И я надеюсь, это видно. Один глаз прикрыт у нашей ведьмочки, колода Таро ведьмочек, а второй открыт. Так хитро она смотрит и наблюдает. Вам нужно за чем-то наблюдать. Давайте мы посмотрим, так что же или кто там спешит в вашу жизнь, с чем или с кем будут связаны события. Но тут, как я сказала, скорее всего, с тем или с чем, да?
что вам уже хорошо знакомо. Вот смотрите, умеренность. Вот, может быть, это и есть этот баланс, дипломатия, когда вы сумеете и себе не навредить. У вас вот эта девятка мечей, карта искаженного восприятия. Это должно закончиться. Понимаете, вот, наверное, в нашей жизни бывает, по крайней мере, такие ситуации, когда, ну вот вроде бы все спокойно, да, все оно как-то уравновесилось, но почему-то в душе вот нам не очень комфортно, не очень приятно. Да, будьте готовы к тому, что что-то завершается. Вот, видимо, вам для вот этого баланса, может быть, вы и сами будете что-то завершать. Может быть, и неожиданное сведения какое-то получите. Может быть, я все-таки вижу с учетом аркана императрицы, что вы на что-то решиться должны. И, может быть, решиться это сложно, потому что это как новый шаг в будущее, как во что-то в неизведанное. А тем не менее, ведь это карта трансформации. Она должна пройти. И я надеюсь, что по 13-му аркану, как я уже говорила, все правильно понимают, что тут не про смерть. Но если немножко поподробнее, чтобы быть правильно понятой, представьте, что вы садите зернышко маленькое в землю в надежде получить растение, получить что-то прекрасное, чудесное. И вот в этом зернышке в центре спрятан маленький малюсенький росточек. И он не может выбраться из этих оков, пока они не будут разрушены. Какое-то время вот этот панцирь, да, или твердая вот такая оболочка, она сохраняла этот маленький росток. Но как только мы садим в землю, сразу же происходит вот эта трансформация. Это где-то 13-й аркан. То есть эти оковы должны спасть. Этот панцирь должен быть разрушен, иначе росток не сможет пробиться к солнцу. Вот какой-то подобный период, поэтому тут важные решения, мои дорогие, предстоят. Конечно, все мы разные, вы можете сказать, не хочу я ничего решать, а на кону у вас благополучие, аркан, императрица. Неожиданности. Ну, правда, это карта шанса, возможности. И пусть даже первую, новость, которую или там какую-то, пусть не первую, но то, что вот непосредственно как-то вас касается, пусть не вы это начинали, инициировали, но или какое-то предложение, вам обязательно надо рассматривать. Или как будто не отказаться, как минимум попробовать. Мы часто говорим, кризис – это возможность, а по факту что это такое? А это когда к нам приходит именно или предложение, или мы находимся даже в пусть какой-то сложной ситуации, но голова у нас начинает по-другому работать совершенно. Какая-то внутренняя идет перезагрузка или трансформация. Мы понимаем, что вот именно теперь мы как будто можем надеяться только сами на себя. И мы становимся более такими осмысленными. Мы более четко понимаем, ну, что стоит рассчитывать на что-то или на кого-то, или точно нет. То есть мы как бы свои ресурсы максимально конкретизируем. Вот что-то такое может прийти, или как вы сами, может быть, захотите попробовать, и надо пробовать. Может быть, это через дополнительный заработок, все-таки пентаклевая карта. А у нас в знаках судьбы была карта императрица. Творчество очень свойственно карте императрица. Или какой-то, ну, может быть, проект очередной, который она задумала, она обязательно воплотит в жизнь. Начало, по сути дела, пентакли. И где-то это вот как раз то зернышко, которое мы садим в землю. И солнце уже на восходе. Здесь, правда, не упустите какой-то шанс, который приходит, может быть, даже через какую-то кризисную ситуацию. Может быть, тут и завершается что-то. Ведь всегда после 13-го аркана, ну, знаете, как мы отпускаем, и мы словно возрождаемся, как птица Феникс. Поэтому не бойтесь отпускать. Не бойтесь то, что, может быть, долгое время вас держало в этих оковах, как в тисках. Ну, приходит время, когда самому нужно освободиться. В чем ваша фортуна? По рыцарю Пентаклей у вас будет тот человек, который вам может прийти на помощь. Конкретно, когда эта карта в моих раскладах выпадает, и если у вас сложная финансовая история, поверьте, в вашем окружении есть тот человек, который железно вам чем-то может оказать содействие. Может быть, дельным советом. Но все-таки Пентакли чаще всего вот какие-то деньги, да, если вот патовая ситуация, такое тоже бывает. Вам просто нужно найти этого человека. Понятно, что нам никто ничего на блюде не принесет и не предложит. Но, может быть, для того, чтобы решить ваш вопрос, нужно не бездействовать, обратиться к одному, второму, третьему. Вот продумайте, это часто бывают те люди, к которым мы не хотим обращаться, а они нам помогают. Или те,
на которых мы даже не думали, а тем не менее от них помощь как раз и последует. Ну, вот такой тонкий нюанс. В чем ваша фортуна? Поэтому я должна все-таки изложить. А вообще это карта марафонского забега. Имеется в виду какое-то дело, которое может быть, как вы только-только начинаете, или вы с ним определяетесь. Ищете недостающую информацию, может быть, с кем-то встречаетесь, или просто вас, как знаете, инсайт, что-то вот заинтересовало, и вы хотите видоизменить, может быть, и свою жизнь, а может быть, какой-то трудовой процесс. Тут у каждого свое. Но где-то, откуда к вам приходят деньги, эта тема, она для вас более чем актуальна. И, скорее всего, вот то, что вы, ну, как бы переложив на себя или какой-то опыт, иногда мы опыта именно тоже набираемся, потому что мы двигаемся, мы что-то делаем. Мы не просто сидим и ждем. Вот в этом ваша тоже где-то фортуна. Но тогда это будет, скорее всего, какой-то марафонский забег на длительную дистанцию. Вполне вероятно, к примеру, кто-то поменял работу, кто-то начал осваивать дополнительный доход, да? И вы сейчас думаете, получится, не получится. А тут, скорее всего, как раз и будет какое-то длительное продолжение, причем такое надежное, потому что по рыцарю Пентаклей, да, он едет медленно. Скорости в этой карте нет. То есть где скорости, нам тоже сказали, в неожиданностях. А здесь такая, знаете, размеренная жизнь, какой-то размеренный уклад. Мы понимаем, зачем нам это надо, и понимаем, что нам точно не надо. То есть продуманность, мои дорогие, вот в этом ваша фортуна. Какое-то постепенное, последовательное движение, продолжение. Но и в этом тоже будет залог успеха. Вполне вероятно, что какая-то и история, которая, может быть, возникает именно теперь, может быть, даже вот как человек, который приходит на помощь. Может быть, у вас будут продолжены контакты с этим человеком. Я не говорю ни про любовь, ни про личную жизнь. Это может быть кто угодно. Это может быть просто человек, который, ну мало ли, это может быть и предложение где-то, да, как дополнительный заработок, все что угодно. Но вот для кого-то и это может проиграться. Любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Дьявол, мои дорогие мужчины, рядом карта императрица. Страстная любовь к конкретной женщине. Та, которая не идет из головы. Та, с которой хочется быть. Но, может быть, эти отношения закончены. У кого-то так. У кого-то давно закончены. Мои дорогие девочки, может быть, и ваши воспоминания о каком-то человеке, который тоже, они вас не оставляют. Тут может быть такое сожаление по прошлому или воспоминание по прошлому. Конечно, это карта и вредных привычек, и разных привычек, правда? И это на личную жизнь, это карта зависимости. Вот, понимаете, верхний, вот этот вот триплет, который мы с вами доставали, да, это что или кто спешит. И мы говорим, настало время уже правильно какие-то параллели провести, правда? И в то же время быть дипломатом, завершить какую-то ситуацию, потому что что-то, ну, как может разрушать вас, но не иметь продолжения, не иметь какого-то для вас прогресса. И для вас это превращается как в какую-то темницу. Ведь всегда, знаете, как зависимость какая-то идет по 15-му аркану, а прежде была игра. Карта тоже говорит, не участвуй в какой-то игре, иначе пусть она сегодня тебя, ну, где-то вдохновляет, зацепила, такой вот драйв какой-то, да, или страсти много, чувств, эмоций, всего много. Но если разложить по полочкам рационально, ну, там зависимая ситуация — это чужая игра, где вы соглашаетесь быть, ну, одним из винтиков в этой игре. И поэтому не переходить в какие-то моменты, может быть, и стоит. Вот явно есть какая-то аналитика, мои дорогие весы. С чем это связано? Зависимость есть, информации много, толку мало. Может быть конкретный человек, который не может с чем-то определиться. И не важно, что он М, имеется в виду, может быть, и не нарочно там какой-то хитрый, коварный план построил. Но иногда по пятерке жезлов проходят люди, которые быстро меняют свое мнение. Сейчас думал одно, а через пару часов он уже переключил свое внимание на что, или переключила на что-то другое. Тут есть какая-то нестабильность или информационный хаос. Может быть, вы от информации каких-то зависите. Мы слышим часто и воспринимаем более радужно той информации, которая приятна уху. То, что нас радует.
А иногда нам приходит другая информация, она нас совсем не радует. И мы говорим: "Нет, мы от этого отказываемся". А тем не менее, видимо, вам нужно быть реалистами, особенно в эту декаду, потому что где-то это будет с гранью или каких-то зависимых отношений, или когда кто-то вам тень на плетень наведет, а вы на что-то согласитесь, или согласитесь на какие-то условия, а они для вас как ловушка будут. Но я должна об этом сказать. Две карты именно призывают вас быть внимательным и никаких эмоций. Хитрость и обман. Вот есть какая-то история. Ну, для тех, у кого все хорошо, мои дорогие, те, кто в паре. И я так вижу, что с учетом аркана императрицы, ну, таких добрых карт, да, может быть, и, ну, в принципе, даже если есть острые какие-то углы, вы сумеете тут все прояснить. Первая карта нам об этом сказала. Но для тех, у кого и есть спорные вопросы, мои дорогие весы, здесь однозначно нельзя на что-то закрыть глаза. Посмотрите, все 3 аркана. Я могу допустить, что у кого-то даже ситуация, ведь есть по семерке мечей, кроме как мы ее называем карта вора, хотя ни в одной колоде не прописано, что вот буквально карта вора. Но есть и такое значение – забрать свое. Вот, может быть, вам нужно себя забрать или что-то свое. Может быть, у кого-то вопросы, которые в суде тянутся долго. То тут все равно, скорее всего, вам нужно быть и мудрее, и хитрее, потому что какая-то неоднозначная ситуация, когда информации вы, может быть, не располагаете достоверной, значит, нужно найти. Или то, что вам транслирует конкретный человек, это тоже как минимум нужно делить надвое. Понимаете, не замечтаться. Вот. Потому что выводить, видимо, вас на эмоции кто-то будет. Может быть, эта история связана с каким-то прежним, ну, может быть, типом взаимоотношений с конкретным человеком, который теперь, а у нас ретро еще пока движение, особенно Уран, и кто-то в этот период тоже может вернуться. Или вы что-то услышите как новость, или к вам кто-то обратится, может быть, даже за помощью, почему нет? Держите баланс. Приготовьтесь, что, может быть, кому-то и придется сказать «нет». Вот это 13-й аркан. И тем самым вы вот какой-то, ну, как порочный круг какой-то разорвете и выйдете из какой-то зависимой ситуации. Туз жезлов на деньги. Ну, как бы деньги, по идее, или свидетельство о деньгах. Такое может быть. Это карта шанса, опять же. У вас, посмотрите, два туза, один над другим. Очень хорошее сочетание на деньги, на работу, на творчество или вообще на заработки, да, но это как новая возможность а, заработать деньги. Или новый вариант, может быть, дохода. Или если мы говорим по тузу жезлов, конечно, мы все разные. Свидетельство какое-то о деньгах может быть. Давайте мы узнаем. Это нам о чем? Четверка мечей. Как будто по деньгам тут вам нужно что-то быстро решить. Причем так, однозначно. Иначе вы упустите время. Вот опять же две полярные карты. Мы как будто можем... Да, рационализм, он вам совершенно точно пригодится. Где-то карта подсказывает, если есть, ну, мало ли, у кого-то финансовые споры, то тогда мы складываем оружие, мы тут никому ничего не доказываем. Но вот ведь не задача, мы можем подзастрять. Сказать себе «нет, ну вот идет и ладно». И меня это устраивает. А здесь, тем не менее, какая-то складывается палитра событий, после которой вы можете вот этот самый прорыв, да, вот в какой-то финансовой вашей истории и осуществить. Я ведь часто говорю, туз жезлов делит как нашу жизнь на период до и после. А с чем это к вам приходит или с кем? Вот тут, правда, приходит с каким-то человеком, с какой-то новостью. У кого-то из вас это может и как и по работе быть коллега, который, знаете, приходит и говорит, вот деньги, допустим, задерживаются, вот такое я могу допустить. И вам придется где-то и денежный баланс тоже хранить. По этой карте иногда проходят проверяющие. Ну, насколько мы можем тут как-то соединить с финансами. Ну, может быть, какой-то проверяющий или проверка какая-то прошла, и тут по результатам проверки какие-то перезачеты будут. Может быть и так. Но по рыцарю мечей вообще-то со знаком плюс это можно расценивать как карта совет. Это когда мы ищем правду, и мы ее находим. И по рыцарю мечей мы сами можем что-то передумать.
По рыцарю мечей мы можем кардинально быть с чем-то не согласны. И вот тогда, я так думаю, если какая-то история, я вскользь сказала, нельзя эту дипломатию, как, знаете, применить на благо кому-то, а именно оттолкнуться от того, что для вас хорошо. Может быть, в спокойной какой-то дипломатичной форме вам и придется кому-то отказать. Может быть, кто-то у вас будет, одолжи финансы, да, и тут я тогда не вижу. Тут какая-то игра может быть. Может быть, даже это связано с теми людьми, которые вхожи в ваш дом. Давайте подведем итог, мои дорогие весы. Доверяй, но проверяй. Вот держите руку на пульсе, смотрите в оба. Не где-то, если вам поют какие-то дифирамбы, значит, надо задуматься, а зачем это человеку нужно. Я бы даже сказала, если какие-то и есть такие колючие новости, да, то кто знает, может быть, они и помогают нам словно прозреть. Ну, а то, что где-то нам замыливает глаз, надо точно дважды перепроверять. Ваши достижения. У вас на кону не только императрица, мои дорогие, у вас на кону солнце, какой-то прогресс. И, видимо, знаете, вот настолько полярная энергия, кто-то увидит этот шанс, распознает и как будто ухватится за него. А кто-то скажет, я ничего не буду делать. Пусть все идет, как идет. По крайней мере, я к этому привык или привыкла. А тем не менее, ведь это карта выбора правильного направления. Вот иными словами, тут придется, видимо, даже по деньгам, может быть, как бы больше блага для вас. Может быть, и поехать куда-то, разузнать какую-то историю или найти эту информацию. Поехать получить какую-то консультацию, может быть, и так. Не упустить время. Нам уже обе карты, по сути дела, об этом говорят. И где-то туз пентаклей вторит. Так вот, если по части достижений, на 6-8 месяцев у вас теперь закладывается как основа какого-то вашего прогресса. Будьте внимательны. Но ведь иногда это карта эго. Вот я так решил, и значит будет так. Ну, тогда как ты решил, так и будет. Это не отменяет того, что судьба нам все равно преподносит сюрпризы. Поэтому лучше, конечно, управлять лодочкой своей судьбы, потому что солнце обещает новое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за ваши добрые душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, читаете мои публикации. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. А вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.